Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодняшнее видео – ответ на несколько вопросов наших зрителей. И эти вопросы касаются снова же астрологии. Зачем нам это астрология вообще, эти знания? В любое время, когда хочу, тогда посею или что-нибудь посажу, и оно будет расти. Разве это имеет значение? И еще из такого же типа вопросов: зачем новолунию выделять столько времени? Что это такое за новолуние? Что, родилась Луна в определенное время, и все, и хватит, надо работать. Типа вот таких вопросов я просто хочу ответить снова же на эти вопросы, потому что они встречаются довольно-таки часто, хотя уже очень многие понимают, изучают, экспериментируют и понимают, что астрология действительно это древнейшая наука и божественное действительно искусство. Это целостная система, целостное мировоззрение и одна из форм познания мира, который окружает нас. А Земля является единым вот этим целостным живым организмом, взаимосвязанный с силами космоса. И все, что находится на Земле, Земля, человек, животное, растение, птица, и во всем есть частичка Творца, которая рождается, выполняет свою программу, свою задачу по изменению мира, своего мира, познания этого мира. У каждого человека своя определенная задача. И у многих эти задачи связаны с самой Землей. Особенные и ответственные эти задачи у тех, кто трудится на Земле. У нас же садоводов, огородников, дачников, цветоводов, даже тех, кто живет на балконе и выращивает, живет в квартире и на балконе, в лоджии выращивает цветы. И очень популярно стало выращивать сейчас овощные растения, маленькие, карликовые, те же томатики, огурчики. И эти сорта селекционеры создают. И эти люди тоже связаны с Землей и тоже выполняют свою важную задачу. Так что мы вместе с Землей, с растениями, каждый лунный месяц рождаемся, возрождаемся и творим, а затем отдыхаем, готовимся к новому циклу. И так из месяца в месяц. А новый цикл всегда начинается с новолуния. Вот это как раз ответ на вопрос, почему с новолунием все связано у нас и надо ли на него обращать внимание. А вот новолуние, должны мы знать, и я уже поняла это из своего опыта, является действительно отправной точкой для закладки фундамента на весь лунный месяц, для перестройки энергии Земли на новый цикл. Причем, вот если сейчас в апреле, в мае месяце является не только закладка для огородников и дачников, садоводов, каждый день, и тем более новолуние, особое сейчас в Тельце, будет являться не только закладкой фундамента на новый лунный месяц, но и на весь сезон, на весь год, до конца года, что мы будем иметь в конечном итоге. И это новолуние происходит не в одну минуту или даже день. Это очень сложный и важный процесс, который длится 48 часов до точки рождения Луны и 48 часов после рождения Луны. Вот этой точки, когда пишут астрологи, что вот в такое-то время родилась Луна, новолуние. Женщины смогут понять этот процесс быстрее. Мы это проходили, давая жизнь своим детям. Вспомните схватки, подготовка к рождению нового человека, сам момент рождения и отрезание пуповины и самостоятельное первое дыхание человека. Вот это и есть вот эти 4 так называемых дня для новолуния. Так начинается жизнь. И так начинается жизнь у Земли и у всего, что на ней находится и в ней находится в период новолуния, каждого новолуния. 2 дням до момента рождения Луны и 2 первым дням после рождения Луны астрологи придают особое значение. Издревле этим дням даже придавалось мистическое значение. И этот период древние астрологи именовали временем Гекаты,
временем черной луны сейчас еще называют астрологи. Первый день Гекаты – это предпоследний день Луны, связан со стихией воздуха. Наверное, неспроста. Смотрите, 4 дня, и все стихии будут обязательно проходить, Земля и все, что на Земле находится. И вот первый, предпоследний день Луны связан со стихией воздуха. Это состояние легкости, чистоты, обнуления, подготавливает к своеобразному скачку в новое качество. Второй день Гекаты непосредственно перед новолунием связан с огнем. С тем самым огнем, с той самой кровью, которой Луна смывается во имя последующего возрождения. Помните рождение ребенка? И тоже связано это, рождается, снова же с кровью связано. Сожженная Луна хранит воспоминания обо всем цикле, который прошел. И вот в день огня, кстати, древние даже зажигали жертвенники, чтобы они, кстати, посвящали это зажигание Гекате и устанавливали вот эти свечи на развилке дорог, чтобы, кстати, на развилке 3 дорог, чтобы богиня оставила человека в покое и не насылала на него злые силы. Представляете, насколько вот почиталась Геката в то время? Мы сейчас возвращаемся к первоистокам творения, и нам возвращаются все знания и силы, и поэтому очень важно вот эти 2 дня до новолуния провести в спокойном состоянии. Вот это все сжигается старое, все, что прошло, нужно осмыслить, разобрать, и далее момент идет новолуния. 3-й день Гекаты – это сразу же. Первый день после новолуния он связан с Землей. Земля, вот это тело ребенка, родилась. И все, что на ней, тоже новое рождение. Это момент, когда вот первое дыхание, первый крик ребенка. Вот это время, когда родилась Луна. И это Земля, это тело. И 4-й день Гекаты связан с водой. Душа Земли, душа всего, что находится на Земле, рожденная уже вот этот день, вот этот 4-й день новолуния, вот это чистый лист бумаги, и он чистый, светел, и нужно в это время как раз вписать вот эту новую программу, в которой будет созидание, которая будет чистая, которая будет созидательная, плодотворная, и, естественно, плодородная для нас, садоводов-огородников. В эти дни нет, кстати, вот эти 2 дня, которые и само новолуние, ну и частично уже в 4-й день вот этого периода, нет поступления энергии из космоса. Мы ощущаем себя нулями, просто нету никакой энергии. Вот поэтому так важно 4 дня провести в мире и покое, подготовиться к самому важному периоду в своей жизни. И, кстати, подготовиться, дать возможность подготовиться растениям, семенам к рождению, к новому рождению, дать возможность родиться и сделать первые вдохи, настроиться на новую жизнь нашим растениям, нашим семенам, всему, что, к чему мы прикасаемся своими руками, и, самое главное, самой земле. Да и самим нужно отдохнуть, осмыслить то, что прошло, провести и анализ, и подвести какие-то итоги, ну и построить планы на будущий новый цикл Земли. А новолуние является отправной точкой для закладки фундамента на новый лунный месяц. Сейчас у нас это будет месяц май, для перестройки энергии Земли на новый цикл, для перестройки энергии всего, что находится на Земле. И очень важно, что именно вот это новолуние будет происходить в знаке Телец. Телец называют знаком главного побуждения жизни. Это время энергии Земли. Представляете, насколько важно в это время
находиться в покое, находиться в мире. Можете готовить что-то, можете что-то делать такое, что не будет занимать вашу энергию и настроиться только на позитив. Ни в коем случае нельзя настраиваться на негатив. Это вызывает вот эту нашу погоду, которая находится под воздействием наших мыслей. Мы сами творим вот это все, что вокруг нас. Давайте это новолуние. Садоводы, огородники, цветоводы, дачники, все, кто связан с землей. От нас зависит, какая будет погода, что будет с природой, что будет с землей. И эта энергия сейчас, рождение Луны в знаке Тельца, она зависит, вернее, наша жизнь зависит от того, что мы будем в это время делать. Найдите время, что бы ни происходило, найдите это время для рождения новой своей жизни и жизни всего того, что вы будете делать. И сделайте это время мирным, покойным, гармоничным. И все в вашей жизни будет замечательно, и урожай будет прекрасный, и благополучие войдет в вашу жизнь обязательно. И самое главное, земля дает здоровье. Она хочет быть здоровой, она хочет очиститься от того, что мы натворили, и хочет для человека сама радоваться и радовать человека. Ну что ж, на этой позитивной ноте ответов на вопросы, связанных с астрологией и с новолунием, я завершаю это видео. Ну а мы, Раиса Горяченко, Александр Волик, прощаемся с вами. До новой встречи в новых видео. Ваши вопросы всегда это интересно, потому что мы проходили и продолжаем проходить тоже такой же путь. А зачем это, а почему это, а как это происходит. И проводим эксперименты, изучаем и делимся с вами тем, к чему мы уже пришли и что проверили. Пока-пока. Всего доброго вам.